мокрые пятна на листьях орхидеи, и орхидея теряет верхушку. Все, вот видите, листик, он вот так сохнет, то ли гниет и вполне может отпасть. Почему у орхидеи возникают мокрые пятна на листьях? А здесь вот рядом другая орхидея. И смотрите, здесь сухие пятна на листьях орхидеи. Что произошло? На улице мороз, минус 20, но очень много солнца. Южное окно. И буквально за пару часов вот эти орхидеи получили солнечный ожог. И пятна после солнечного ожога на листьях орхидеи могут быть сухие. Вот тут ничего страшного. Да, потерян внешний вид, но орхидея продолжит рост, и все будет хорошо. А вот здесь, конечно, есть вопросы. Если у орхидеи мокрые пятна на листьях орхидеи, если вот такая верхушка, которая непонятно выживет или вообще отпадет, то, конечно, орхидее надо помочь и надо спасти. И заодно покажу вам результат моего спасения орхидей после обморожения. Показывала недавно буквально видео, что вот эта орхидея получила обморожение на листьях вот здесь. Вот этих листочков, которых не хватает как раз в данный момент. Вот один листик просто был обрезан. Были пятна после обморожения. Что можно делать и что ни в коем случае нельзя делать, если орхидея получила обморожение, рассказала в отдельном видео. Сейчас просто вам хочу показать сразу результат, что с орхидеей все хорошо. Видите, все листья здесь в тургоре. С корнями тоже все хорошо. Вот это результат. А как спасти орхидею и первые ваши действия при обморожении орхидеи есть в отдельном видео. Ссылочка будет в конце этого видео в первом закрепленном комментарии. Обязательно переходите, посмотрите, все работает замечательно. Орхидея дальше вот растет и чувствует себя хорошо. Что касается вот этих сухих пятен на этой орхидее, видите, здесь еще и стволик у орхидеи пострадал. Да, все пострадало, выглядит некрасиво, но первое время, что необходимо, это не делать просто ничего. Понятно, с солнечного окна мы с вами убираем, солнце убираем и наблюдаем, потому что пятна, которые появились у вас в первые часы, в первый день на орхидеях после ожога, они должны подсохнуть. Как вот здесь произошло. Вот это пятно я тоже ждала, что оно подсохнет, но оно не подсохло. Если оно вот так подсохло, через дней 5 орхидеи уже можно начать поливать. Видите, у орхидеи очень просушены корни, вот прям сухие, потому что все эти дни я выжидала и, конечно же, эту орхидею не поливала. Сейчас потихонечку можно начать эту орхидею уже поить. Опять же, никакого водного шока много не заливаем, надолго не оставляем, но наполовину поставите в емкость с водой, оставить минут на 10 уже сейчас по прошествию времени можно. Пока не даем никаких натуральных удобрений, ничего орхидеи не даем. Почему я говорю про натуральные удобрения? Потому что на них, вы знаете, хорошо растут как орхидеи, так и все плохие грибки и бактерии. Поэтому пока нам ничего не надо, только вода. Единственное, как поддержать вот эти орхидеи, можно дать антистрессовый препарат. Как вариант можете дать вот Эпин Экстра, очень хорошо, по листу. Причем желательно не вот по этим вот листьям, которые повреждены, а по здоровой части листа можно давать, когда, опять же, повторюсь, вот такие сухие пятна. Если вот такие мокрые пятна, опять же, у орхидеи очень просушен, вы видите, грунт, сухие корни, потому что, естественно, я ее не поливала, ждала, что они подсохнут, но они не подсыхают, поэтому сейчас мы с вами будем их обрабатывать и убирать, как сделали и здесь. И видим хорошие результаты, поэтому просто повторим эти же действия. И вот здесь, знаете, без разницы. После обморожения, после солнечного ожога, если есть вот такое мокрое пятно, и вы дали орхидее постоять дня 3-4, видите, что оно не подсыхает, вот как в тех случаях, лучше его сразу убирать, больше не ждать, чтобы оно разрослось, потому что все равно идет заражение самой орхидеи. Вот так вырезаем. В моменте, когда вырезаем, я захватываю чуть больше из здоровой ткани. Вот таким образом. Все, вырезали. Так, сейчас я проверю, знаете, чтобы... все хорошо. Дальше можно обработать просто перекисью. Обеззаразить вот эту ткань, которую мы обрезали. У меня есть стрикар, вот на той орхидее, которая после обморожения я вырезала, там листья обрезала. Тоже обрабатывала вот эти все срезики стрикаром. Вижу хорошие результаты, поэтому повторю. Вот так. Это у меня биофунгицид, бактерицид. Вот такой. И вот эту всю ткань я прям закрываю препаратом. Ну так, хорошо достаточно намашу, обильно. Так, капелька вот так беленькая будет, ничего страшного. Сверху немножко, пусть подсушит эту всю ткань.
и закроем мы с вами эту ткань. Сейчас покажу, как это выглядит через время на листике, который мы обрезали. И осталась вот эта открытая ткань. Смотрите, вот здесь был такой лист, который не до конца мы просто с вами обрезали. Сейчас, вот. И этот лист был обработан стрикаром. Вот так он со временем будет выглядеть. Ничего страшного. Самое сложное здесь, конечно, это верхушка. Что делать с этой верхушкой? Обрезать ее пока неизвестно. Не хочется все-таки потерять верхушку. Я понимаю, что можно потом дождаться цветения, можно получить детки. Орхидея это очень красивая, это орхидея дубровник. Но все же я бы хотела, чтобы точка роста вот эта не была повреждена. Как вариант, можно, если бы она у меня гнила, там перекиси хотя бы капнуть. Но пока я не буду делать ничего. Вот за верхушкой пока наблюдаю. И эту орхидею тоже пока ничего не трогаю. Но надо полить, потому что видно, тут уже у меня корни уже сохнуть вообще пошли кардинально. Орхидея давно не поливалась, тут солнечный ожог должна была быть полита орхидея. Я опять же ставила вот на сколько дней, поэтому орхидею эту потихонечку тоже начну я уже отпаивать. Сейчас переставила орхидею в глубокую емкость и по краю буквально горшка поливаю маленьким напором. Вот так, не спеша. Никаких стимуляторов, ничего в ближайшее время по корням я применять не буду. Поливы только водой. Ну, в ближайшее время это где-то 2-3 недели. По листу, когда вот подсохнут вот эти пятна на листьях, будет понятно, что с верхушкой, хотя, наверное, даже и раньше, я просто протру эпинным антистрессовым препаратом. Вот по листу я дам орхидеи. По корням ничего давать не буду. Вот немножко с одной стороны и вот с этой стороны. Видите, вот на листике прям видны вот эти вот ожоги, пятна уже где-то чернеют. Очень надеюсь, что подсыхает и что верхушка здесь останется. Дальше пойдет расти новый лист у нас. Понятно, этот лист вряд ли уже, даже не то, что вряд ли, он точно расти уже не будет. Но если точка роста не повреждена, новый лист прорастет. А этот мы потом снимем с вами. Вот так оставляю орхидею постоять ненадолго. Опять же, шатается, конечно, этот листик. Вот я уже пробовала. Вроде бы стал, смотрю, подсыхать, но не нравится он мне, когда вот так стал он подсыхать, потому что я все уже вижу вот эти вот мокрые еще пятна. Отставляю орхидею. Ну а этой, как я вам сказала, эпин развести это 0,1 буквально миллилитр на пол-литра воды. И тряпочкой вот так по листу сверху и снизу мы с вами протираем, чтобы поддержать саму вот эту орхидею. Ждем следующих листиков, которые будут уже расти здоровые. Если вот такие где-то кончики со временем, можно их просто обрезать будет вот так. И опять же с трикаром, как я вам показала, обработать вот так. Ну, пока, пускай орхидея это сохнет. Вот здесь, конечно, если обрезать, то очень много придется обрезать, поэтому лучше вот так оставить. Ну, а нижние листья, конечно, со временем, чуть попозже я обрежу. Поэтому аккуратно, несмотря на то, что сейчас зима, уже скоро весна, солнышко активное. И вот видите, даже зимой можно получить солнечные ожоги, которые приводят к повреждению листа орхидеи. Ну а кому актуально, рекомендую. Посмотрите видео о том, как я обрабатывала орхидею, где рассказывала, что ни в коем случае нельзя делать с орхидеей после обморожения. Всем хорошего времени суток. Пока-пока.